Послушайте-ка, молодой человек, вы, видно, все еще не поняли, что у вас сифилис? Если серьезно сейчас же не взяться за лечение, то это может кончиться печально. В начале 16 века европейцы впервые столкнулись с новой и неизвестной до того болезнью. Она вспыхивала быстро и охватывала все большие территории. По темпам заражения она напоминала чуму, хотя симптомы были другие. Главным симптомом были язвы по всему телу, в особенности в области половых органов. Также лихорадка и настолько сильные боли, что больные кричали и даже подумывали о самоубийстве. А на поздних стадиях разрушались ткани лица и проваливался нос. Болезнь легко передавалась и не поддавалась медицинской помощи, и даже если казалось, что она излечена, в любой момент мог случиться рецидив. В 1495 году, в начале крупного общеевропейского конфликта, армия французского короля Карла VIII оккупировала Неаполь. Захватив город, солдаты через некоторое время стали жаловаться на лихорадку и появление чрезвычайно болезненных язв в области гениталий. Болезнь распространялась быстро, и через некоторое время войска Карла были вынуждены покинуть Неаполь, а затем и Италию, хотя на это были и военно-политические причины. Эпидемия вышла за пределы Неаполя и, согласно подсчетам некоторых историков, в течение нескольких лет захватила 5% населения Европы. Появление нового заболевания совпало по времени с эпохой великих географических открытий, поэтому логично было думать, что оно было занесено в Европу из Нового Света. К тому же в армии Карла были бывшие испанские матросы, которые участвовали в экспедиции Христофора Колумба. Они побывали на острове Гаити, откуда после знакомства с местными аборигенами и принесли заразу. Далее эпидемия шла по Евразии с запада на восток и по торговым путям достигла Индии. Поначалу исследователи считали, что экспедиция Васко да Гамы принесла сифилис в Азию, но последние данные показывают, что сифилис присутствовал в Китае уже между 7 и 12 веком. Следы сифилиса были обнаружены и в скелетах английских монахов XIV века, очевидно нарушивших обет безбрачия, так что европейцам вряд ли стоит винить во всем Америку. Долгое время новое заболевание не имело устоявшегося названия. Так как оно было впервые зафиксировано в Неаполе, первым общепринятым названием стала неаполитанская болезнь, но неаполитанцы предпочитали называть ее гальской или французской болезнью. По мере продвижения по Европе множились и ее наименования. Например, в Польше ее называли немецкой болезнью, а в Московии – польской хворью. Позднее в Монголии ее называли китайской болезнью или китайской язвой, так как недуг передавался преимущественно через китайских солдат и купцов. Общепринятое название болезни пришло из неожиданного источника. В 1530 году вышла в свет поэма под названием «Сифилис» или «О гальской болезни». В ней рассказывается о пастухе Сифилусе, жившем на недавно открытом острове Испаньола. Он прогневал богов и был за это наказан ужасным недугом. Но когда Сифилус раскаялся, богиня Юнона послала с небес семена дерева, которое должно было положить конец его страданиям. Врачи, философы и священники размышляли о причинах появления сифилиса. Принципиально важным был вопрос о том, является ли он совершенно новым заболеванием, или же известным ранее. Проповедники с самого начала провозглашали, что это болезнь, посланная Всевышним за грехи. Церковь утверждала, что главным средством от сифилиса является молитва и всеобщее покаяние. Перед врачами стояла дилемма. Если болезнь описана античными классиками медицины, то можно отталкиваться от их опыта и найти способ лечения. Если же сифилиса ранее не было, то можно попробовать опереться на прецеденты и выяснить, как античная традиция рекомендовала действовать в похожих случаях. Болезнь была похожа на проказу, но медики уверенно заявляли – это не она. Дискуссия продолжалась и появлялись все новые и новые версии. Довольно быстро стало понятно, сифилис передается главным образом половым путем, поэтому в группе риска оказывались в первую очередь проститутки и маргиналы. Как это часто бывает, новая болезнь обрастала мифами. Люди рассказывали, что заразиться ей можно через общую посуду, одежду или через воздух.
Европейцы начинают с опасением относиться к воде, как к возможному источнику самых разных заболеваний, в том числе и венерических. Купание объявлялось безнравственным, поскольку во время мытья человек остается наедине с собственным телом, и у него могут возникнуть греховные мысли. Во Франции имел большой успех памфлет под названием «Христианское наставление о вреде совместных купаний». Некоторые врачи считали купание не только греховным, но и просто опасным. В теплой воде у человека открываются поры на коже, и это дает возможность проникнуть внутрь любым заболеваниям, в первую очередь сифилису. В городах становится все меньше общественных купалин. Отныне более безопасным считается обтирание тела духами или туалетной водой. Хотя опыт показывал, что бытовой путь передачи болезни маловероятен, опасения не исчезали. В XVI веке самым популярным средством от сифилиса была ртуть. В комплекс лечения входило окуривание больных ртутными парами и втирание ртутных препаратов в кожу. Лечение было долгим и мучительным. Даже при благоприятном исходе оно давало побочный эффект в виде отравления ртутью, в том числе и у врачей, проводивших эти процедуры. Другим средством от сифилиса считалась кора гвоякового дерева, привезенного в Европу из Нового Света. Кора гвояка действительно обладает противовоспалительным эффектом, ее также использовали для лечения ревматизма. Минусы такого лечения были очевидны, лекарство было очень редким, а следовательно чрезвычайно дорогим. Парацельс, один из самых знаменитых врачей XVI века, и вовсе считал такое лечение мошенничеством. Он утверждал, что славу гвояка создали банкиры, ведь именно они были основными импортерами американской древесины в Европу и получали гигантскую прибыль от продажи чудодейственного средства. Долгое время ртуть и гвояк оставались практически единственными средствами лечения. Азиатские регионы страдали от сифилиса не меньше. Даже в начале 20 века в Казахстане и Монголии заболеваемость венерическими болезнями была очень высока, что вызывало низкую рождаемость и высокую детскую смертность. Несмотря на это, к венерическим болезням монголы относились крайне спокойно, считая их чем-то вполне естественным для человека. К тому же у монгольских народов сифилис не считался заразным заболеванием, поэтому зараженных не изолировали. Монгольские народы считали, венерические заболевания – это наказание, которое насылают злые духи и божества, поэтому они излечиваются обрядами и жертвоприношениями. Тибетские врачи, как и европейские, лечили сифилис ртутными соединениями. Помимо употребления внутрь практиковалось также и окуривание. Для облегчения симптомов заболевания использовались целебные растения и средства животного происхождения – кровь животных, медвежья желчь и мускус. Считалось, что это помогает от болезней, вызванных ядами, червями и демонами. Для лечения сифилиса часто выписывались минеральные и лечебные ванны. Но такие процедуры не вызывали желаемого результата, а часто способствовали заражению, поскольку при купании могли вступать в близкий контакт люди больные и здоровые. Сифилис довольно быстро перестал вызывать ужас и стал чем-то обыденным. Он оказался менее страшен, чем, например, лепра или чума. От него не спасались паническим бегством, и заболевшие сифилисом не подвергались такой жесткой сегрегации, как прокаженные 2 веками ранее. Возможно, это объяснялось тем, что болезнь претерпела довольно быструю трансформацию. Теперь у нее были более разнообразные симптомы, в том числе облысение, выпадение зубов и слепота. В своих самых тяжелых и почти неизлечимых проявлениях сифилис стал преимущественно болезнью бедняков, потому что им было недоступно серьезное и дорогое лечение. Сифилис стал поводом для шуток и насмешек. Теперь считалось хорошим тоном высмеивать заболевание, а иногда и гордиться его наличием, ведь это означало успех у противоположного пола. Дворянин теперь считался никчемным человеком, если он не подхватил болезнь и не бросил вызов судьбе. В 18-19 веках государство начинает централизованно бороться с сифилисом. Предпринимались попытки регламентировать проституцию, поскольку именно она была главным источником заболевания. Полностью закрыть или запретить все публичные дома никогда не удавалось, они продолжали существовать тайно. Поэтому в Германии, Франции и других странах проституток принуждали проходить регулярные медицинские осмотры и при необходимости ложиться в больницу на лечение от венерических заболеваний. Эти меры были неэффективны, потому что врачи осматривали только проституток, но не их клиентов. К тому же женщины всеми силами пытались избежать встречи с врачом или скрыть следы болезни.
Со второй половины XIX века в медицинском сообществе появляется термин «социальные болезни». Под этим термином понимались такие заболевания, возникновение которых зависит от влияния неблагоприятных социальных условий. К социальным болезням относили в первую очередь алкоголизм и венерические заболевания. Врачи и общественные деятели утверждали, что проституция вызвана отчаянным положением женщин и невозможностью заработать на жизнь честным трудом. Изменение социальной политики государства и становление рынка женского труда должны были привести к тому, что проституция исчезнет вместе с венерическими заболеваниями. Мысль об изменении социального строя как важнейшего фактора борьбы с болезнями была подхвачена и развернута в Советском Союзе. Было провозглашено равноправие мужчин и женщин, а алкоголизм и проституцию называли наследием царского режима. Санитарная пропаганда разъясняла, что человек, заболевший сифилисом, должен объявить об этом как можно раньше, чтобы не подвергать опасности окружающих и своевременно начать лечение. Врачи видели серьезную проблему в том, что сельские жители часто относились к заражению сифилисом совершенно спокойно и не представляли его опасности для себя и своей семьи. Прорыв в лечении произошел в начале 20 века. В 1907 году немецкий ученый Пауль Эрлих синтезировал препарат на основе мышьяка, предназначенный для лечения сифилиса. Новое лекарство получило название Сальварсан. Также было и другое название – препарат 606. Это означало, что созданию препарата предшествовало 605 неудачных экспериментов. Появление Сальварсана знаменовало собой рождение химиотерапии, лечения с помощью химических веществ. Хотя Сальварсан излечивал сифилис даже на поздних стадиях, он не был полностью безопасен. Через некоторое время был синтезирован препарат 914, получивший название неосальварсан. Он был более безопасен и вызывал меньше побочных эффектов. Препарат использовался несколько десятилетий, пока в 1940-х годах не обнаружилось, что сифилис хорошо поддается лечению пенициллином. Спасибо за просмотр видео, ставь лайк, если было интересно, и подписывайся на канал, впереди нас ждет много интересного.